Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня мы говорим про трудовое право. У меня есть очень хороший друг, который живет в Вене, в Австрии. И на днях как-то зашел у нас разговор касаемо, кто отдыхает больше в Европе. И на его, и на мое удивление, по общей классификации 2024 года, Австрия считается первой страна в Европе, наверное, уже почти что в мире, по количеству отпускных дней, которые оплачиваются. Количество отпускных дней, учитывая и национальные праздники, и другие праздники, и общие праздники, которые дает работодатель при стандартной трудовой деятельности, в Австрии накапливается всего 35 дней отпуска в году. Если вы наемник, вы хотите найти страну, где больше всего будете отдыхать, и, наверное, будет интереснее пропорция дом, работа, свободное время и так далее. Австрия одна из тех стран, немецкоязычных, точной, чистенький, корректный, где все закрывается заранее, чтобы отпустить домой пораньше сотрудников. Австрия должна быть одна из них. На втором месте мы находим Португалию, 22 дней в году, третьем месте Испания, и не пропускает топ-5 наша великолепная Италия, которая позиционируется в этом чарте на 4 месте с 22 дня в году, которые являются отпускные, оплачиваемые. Эти 22 дня отпуска являются те, которые календарные по общим национальным средним статистике наших контрактах являются оплачены. К 22 дням национальных стандартных отпускных, которые должны бы быть у вас, опять-таки, все меняется зависимо от типа контракта, тип работы, специализации и уровня вашей работы, добавляется около 10-12 дней стандартных отпусков в Италии. Итого можно нам хорошо заключить, что хотя бы 35 около того дней в году мы можем спокойно, как наемники, отдыхать, и наша зарплата будет оплачена во все эти дни. Пример и интересная статистика, повод нам изучить еще один раз, как правильно читать вашу оплатную бумагу, которая в Италии называется Busta Paga. Я вам постараюсь тут в видео приложить маленький один пример, который мы берем с INAIL. Это наш институт национального страхования про трудовое право. И хочу вам напомнить, как правильно вовсе читать Busta Paga. Это такой первый поверхностный видео. В Busta Paga вы найдете 3 секции. Первая секция — это вводные работодателя и вводные, которые касаются вашего контракта. Нужно всегда уделить внимание на первую статью. Середина вашей Busta Paga, условно говоря, где все цифры указаны, это количество часов, которые вы отработали, количество отпускных, которые вы взяли, количество экстраординарных работ, которые вы отработали, указывается в середине. Это ваша именно прибыль. К сожалению, есть третья, всегда немножко неудобная часть, это называется лордо, то есть это брутто, это то есть конечная оценка после высчета все, что заработано, сколько кто кому чего должен по налогам. Напоминаю, что в Италии работодатель является sostituto d'imposta, то есть он заменитель налоговый, и вместе вас обязан за вас платить и налоги, и пенсионные фонды, и страховой фонд. Это есть причина, почему вы видите определенную большую обычно сумму, которая полагается вам как заработная плата, и вы видите конечный net profit, который действительно существенно меньше. Это есть то, что работодатель за вас платит. Более-менее 50-55% работодатель за вас платит. То есть каждую 1000 евро на руки чистую, которую вы получаете, работодатель за вас платит около 550 евро сверху. Это правильно, так устроена социальная система. На самом деле не очень сильно это отличается от других стран. В первой части, которую мы сказали изначально, указано обычно очень важно CCNL. Вот в примере у нас сверху есть такая длинная строчечка, где написано Terziario LOM MI. Это есть тип контракта. Все категории трудовые в Италии, нет исключения, должны быть заключены касаемо трудового договора по стандартным национальным договорам. Есть стандартный национальный тип договора для юрфирм, есть стандартный национальный договор для сотрудника кассы, для сотрудника металлургического завода, для сотрудника механика, для сотрудника эстетического салона. По базе типа вашего вида деятельности, экономической деятельности вашего работодателя, к вам будет применяться тот или иной тип контракта. Если вы сможете прочитать вашу Busta Paga, найти, что указано как ваш тип контракта, вы можете потом пойти прогуглить CCNL Terziario. Вас видит 150 страниц договора, вы не должны его читать все. Вы можете уточнить немножко поиск и написать CCNL Terziario Ferie. Ferie — это имеется в виду отпускные дни. Будете уверены, что вы найдете точный ответ на вопрос, сколько у вас положено по закону отпускных дней в вашем стандартном договоре. Не путайтесь касаемо уровня, потому что в каждом национальном договоре есть обычно 5-7 уровней работы.
Уровни они иногда считаются наоборот, то есть первый уровень в некоторых контрактах считается высокий, в некоторых 7-й уровень считается самый высокий. Неважно сейчас, кто сверху, кто снизу, важно, что чем больше вы будете подниматься по уровню, тем больше будет ваша часовая заработная ставка и зарплата, тем меньше у вас будет отпускных. Чем больше вы будете ниже по уровню, условно, в разных контрактах есть виды деятельности, которые считаются малоумственная, многоручная. Ну, условно, уборщица — это стандартный тип работы с полной субординацией, где говорят уберись там, человек убирается там. У него нет автономии там решить, где он лучше, где не лучше убираться. В таком типе деятельности, естественно, количество дней отпуска должна быть выше, потому что тип сотрудника, ну, условно, должен иметь правильное уважение со стороны закона, со стороны государства для защиты ее прав. Так устроена наша социальная система, я считаю, она правильно, корректна. В некоторых аспектах я часто получаю от своих клиентов критики касаемо трудностей в управлении трудовым правом. По этим причинам у нас есть очень хорошие коллеги, которые занимаются именно и только исключительно трудовым правом. Это вот реально гигантский отдельный сегмент закона, в котором нужно быть реальными экспертами. У нас есть свой эксперт, который этим занимается. Как видите, я толкую неплохо этот предмет, этот сегмент закона, но тем не менее тоже на нишевые нюансы, детали, обращаясь прямо к зубного этого зуба. Если у вас есть вопросы, что и со стороны сотрудника, неоплаченные отпускные и так далее, хотите записаться на консультацию, добро пожаловать. Если вы работодатель, мы делаем тоже так называемое diritto del lavoro datoriale. Обращайтесь тоже на любые вопросы на организацию вашего бизнеса, на найм ваших сотрудников, на увольнение наших сотрудников, на понимание, можно ли договориться с вашим сотрудником, чтобы вы не увольняете, соответственно, работу дольше. Я предлагаю весь этот пакет услуг, потому что считаю, что труд — это важно. Труд мы уважаем. Недавно мы делали видео, публиковали наше поздравление с трудом всем вам, сотрудникам, которые работаете. Неважно, вы наемник или работодатель, труд — это и есть труд. Мне очень важно, чтобы вы смогли переехать в Италию и работать тут хорошо, успешно, или открыть успешно ваш хорошо бизнес, чтобы правильно понимать наше трудовое право. Оно не такое страшно, как кажется, если иметь, естественно, правильную юридическую поддержку. Очень часто, к сожалению, бизнес открывается и уделяется немножко меньше бюджета, но это статистика, просто констатация факта, к адвокату, который не сразу начинает заниматься вопросом трудового права. Это условно тот тип вопроса, который оставляется на потом, если будет проблема. Я понимаю это прекрасно, у всех есть свои бюджеты, не весь бюджет может идти сразу на оформление всех сотрудников, трудовое право и так далее, уточнение вот этих небольших деталей, но напоминаю, мы в любые моменты на связи, на любую консультацию, которая с этим связана. Если вас уволили, вы считаете неправильно, если вас не обращались неправильно на работу, если вас меняют в вашем месте работы и вас переправляют на другую должность или на другую местность, которая вам неудобна, все эти аспекты — это стандартные аспекты защищаемого поля юридического по итальянскому трудовому праву. Обращайтесь. Если эта тема вам реально интересна, скажите мне, пожалуйста, буду готов записать любое другое видео про вот эту интересную тематику. Спасибо, всегда подписывайтесь на канал, ставьте лайк на видео, пожалуйста, это мне большая оценка по труду, и ставьте колокольчик, чтобы знать про наши новые видео. Спасибо за просмотр, приятной работы.